Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 9 ноября, выпуск промежуточный. Мы с вами обсудим те темы, которые произошли с нашего предыдущего выпуска. Я хочу сразу извиниться за то, что на прошлой неделе не удалось сделать как промежуточный выпуск, так и ответы на вопросы. Я болел, у меня после отравления, многие из вас знают, что 5 лет назад у меня было отравление довольно серьезное боевым отравляющим веществом. После этого любая простуда, любое осложнение на органы дыхания я переношу очень тяжело. Практически нет возможности говорить, поэтому прошу прощения и в будущем обязательно исправлюсь. В будущем обязательно буду предупреждать через наш резервный канал о том, что выпуск в Ютубе не будет или переносится. Здесь наши уважаемые зрители и слушатели правильно сделали замечание. Мы это принимаем и в будущем будем обязательно предупреждать. Еще раз извиняюсь. Так, теперь перейдем к темам. Патрушев в Тегеране. Патрушев в Тегеране договаривается о поставках вооружений. Не хватает высокоточных ракет. Высокоточные ракеты – это бич российского руководства. Только Путин собрался устроить энергетический Армагеддон в Украине. Как выяснилось, что устраивать этот самый Армагеддон, извиняюсь, практически нечем. Ракеты практически все использованы. Осталась часть неприкосновенного запаса. Уже даже из неприкосновенного запаса были использованы ракеты. И достигать своих целей в так называемой специальной военной операции Путину практически нечем. Не просто практически нечем, а нечем. Войска призванные, или все мобилизованные, вооружать их нечем, экипировать их нечем. Люди в основном маются. Из более чем полумиллиона призванных по мобилизации, в рамках мобилизации на фронт попало что-то около 100 тысяч. Остальных распихали по стране. В основном люди маются, в основном заняться им нечем. Потихоньку сходят с ума. В основном, конечно, выпивают. Таким образом подготавливают к себя к будущей утилизации. Я думаю, что Путину не удастся реализовать получение вооружений, по крайней мере, то, что Иран предоставит России, это будет лишь часть из того, что планирует Владимир Путин. Уже по тем сигналам, которые приходят с Ирана, понятно, что о поставках полного количества вооружений договориться не удастся. Но это и предполагалось. Путин, честно говоря, на многое и не рассчитывал. Но и того малого, что он получит, не хватит для того, чтобы вести полномасштабную войну, по крайней мере, в тех рамках, которые хотел бы Владимир Путин. Не получится устроить энергетический Армагеддон в Украине, не получится реализовывать свои цели и задачи. Закат режима Путина довольно близок. Несомненно, еще будет агония. Первая и вторая волна мобилизации. Первая волна мобилизации прошла. Этих людей еще успеет положить на поле боя Владимир Путин, затыкая ими дырки. На какое-то время, возможно, это сдержит линию фронта. Возможно, зимний период пройдет более-менее спокойно. Ну, спокойно в каком плане? Не будет таких бурных и ярких наступлений со стороны Украины. Но будут продолжаться артобстрелы со стороны Украины. Я хочу сказать, что зимой вести артиллерийский огонь намного проще, чем летом. Цели ясны и определены. Передвижения войск скованы. Да, конечно, как с одной, так и с другой стороны, но высокоточное вооружение и достаточное количество боеприпасов есть как раз у Украины. В России в этом смысле большой-большой дефицит. Чистая правда получение боеприпасов из Южной Кореи. Ой, извините, это я говорил, из Северной Кореи. Еще раз извините, из Северной Кореи, конечно. Северная Корея шьет форму.
для российских военных. Для российских военных шьет форму Мьянма, Сирия и Республика Беларусь. Но то, что Республика Беларусь обещала, и то, что получает российское руководство от Республики Беларусь, абсолютно не соответствует заявленному. Лукашенко обещал помочь, чем может, и обещал там целые горы военной формы и так далее и тому подобное. Ничего из обещанного пока не получено, какая-то малая часть, которую можно расценивать как издевательство, исключительно как издевательство. Лукашенко не торопится помогать Путину, не торопится помогать выигрывать. Ну, понятно, что выиграть, помочь Путину может исключительно он сам. Выиграть в смысле времени, но не более того. Но помогать Путину никто абсолютно из более-менее вменяемых лидеров мировых не собирается. В том числе и Лукашенко. Лукашенко, как ни крути, все-таки человек хитрый, человек изобретательный. Он, конечно, диктатор, я думаю, не просто того же пошиба, что и Путин, но в чем-то и хуже, чем Путин. По крайней мере, для населения своей страны. Но, опять-таки, пусть белорусы разбираются сами со своим диктатором. Нам главное, чтобы их диктатор не помогал нашему диктатору выживать. Итак, Лукашенко саботирует фактически заказы путинские. Но, опять-таки, ничем абсолютно не помог в течение этой войны. Да, предоставил территорию, но и надо понимать, что не предоставить территорию для удара российских войск он не мог. В любом другом случае он был бы просто смещен, и все прошло бы без него. Я ни в коем случае не оправдывал Лукашенко. Лукашенко негодяй, еще раз подчеркиваю. На мой взгляд, еще хуже, чем Путин. Хотя среди разбираться в сортах говна, честно говоря, не очень хочется. Но как есть. Лукашенко будет, я уже неоднократно говорил, Лукашенко будет одним из бенефициаров развала России. Я не исключаю, что Лукашенко будет иметь притязания на российские территории после того, как режим Путина рухнет. И если, еще раз подчеркиваю, если будет какая-то динамика, похожая на гражданскую войну, это вполне реально. И в последнее время к этому, честно говоря, все идет. Если раньше я был полностью уверен в том, что никакой гражданской войны не будет, то сейчас вся динамика движения, политического движения, военного идет как раз к тому, что, скорее всего, что-то похожее на гражданскую войну, по крайней мере, на гражданские конфликты, будет, и, скорее всего, какие-то территории будут пытаться получить независимость от той части России, от той России, которая есть сейчас, по крайней мере, в том виде. Путин изнасиловал закон, меняя Конституцию по своему пониманию, меняя законы. То, что сейчас происходит в законодательном поле России, это чистая вакханалия. Любое желание президента Путина по щелчку его пальцев становится явью. Абсолютное беззаконие. И надо, конечно, создавать новую страну, надо создавать новую республику российскую. И надо, конечно, все законодательство приводить в нормы к международному праву и обратно возвращаться во все организации, откуда Россию просто выкинули, благодаря, в кавычках, президенту России Владимиру Путину. Надо, конечно, все восстанавливать. Этим мы займемся, восстановлением. Мы обязательно займемся практически сразу, как только будет низвергнут этот режим путинский. Я надеюсь, что все получится. Я надеюсь, что все будет в порядке. Но сейчас ситуация немного другая. В контексте возможных гражданских конфликтов давайте перейдем к фигуре, плавно переходим к фигуре Евгения Пригожина. Евгений Пригожин, так называемый бывший повар Путина. Если до недавнего времени он кормился распилом бюджета и особо, еще раз подчеркиваю, особо в последнее время подостыл к ЧВК, то с началом войны, конечно, ЧВК вернулись в его жизнь, и он вернулся в жизнь ЧВК. Он фактически, еще раз подчеркиваю, курирует общак, выделенный президентом России Владимиром Путиным. Это чуть менее 15 миллиардов на сегодняшний день, 15 миллиардов долларов.
Надо понимать, что деньги немалые, да, и спонсировать собственную армию около 40 тысяч человек, ну, этих денег вполне хватает. Этих денег хватает и на использование достаточного количества вооружений. Вооружение в основном, конечно, получает из российской армии. Российская армия не досчитывается определенного количества вооружений, как раз благодаря тому, что эти вооружения были выделены так называемым ЧВК. То, что ЧВК как-то эффективнее воюют, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Видны результаты, они более упорны. Дело в том, что они воюют теми же методами, что и вся остальная российская армия. Там нет никакой ни смекалки, ни шаг влево, ни шаг вправо, никакого сетевого управления. Все прямо по вертикали. Извините. Никакой, что называется, никакого откупа на смекалку не дано ни командиру, ни рядовому. И в этом плане эффект лишь в том, что они более упорны в достижении каких-то целей. О том, что они достигают этих целей, вот я имею в виду, что в плане в работе по достижению цели, да, они более упорны, но в том, чтобы они достигали каких-то глобальных целей, которые идут в какой-то перевес, да, в какой-то разнобой с российской армией, с регулярно, ну, здесь, на мой взгляд, результаты ЧВК сильно преувеличены. На мой взгляд, еще раз подчеркиваю, не намного больше получают войска, вернее всего, не намного меньше получают войска регулярные по отношению к ЧВК. Но сам Евгений Пригожин прекрасный пиарщик, мы это прекрасно видим. Он открывает центры, он вербует заключенных, он фактически, попирая законы, делать все, что угодно на территории Российской Федерации. Были убиты несколько офицеров Федеральной службы безопасности ЧВКшниками. Ни один из этих ЧВКшников не понес наказания, все свободны, все принимают участие в боевых действиях. Было также убито несколько офицеров российской армии, ЧВКшники убили. Причем были вообще вопиющие случаи, когда были офицеры российской армии расстреляны на глазах у своих подчиненных. Это тоже, конечно, не вносит согласия между ЧВК и российской армией, но как есть. Так вот, Пригожин ведет себя довольно вольготно. На территории Российской Федерации ему подчиняется, ему содействуют, давайте так более мягко скажем, и ФСБ, и ФСИН, даже местами ФСО. Пользуется Пригожин техникой, как ФСО, так и ФСБ. Для Пригожина открыты на сегодняшний день практически все двери. Он один из самых, давайте так скажем, из самых свободно действующих вне системы людей. Вернее всего, в системе людей. Нельзя сказать, чтобы он действовал вне системы, он действует в системе, но действует наиболее свободно из практически всего руководства России, конечно, за исключением президента России Владимира Путина. Такие люди, как Патрушев или Бортников, просто не могут себе позволить, видимо, ментально действовать так, как действует Пригожин, но Пригожину сейчас плевать на все. Он делает свой политический проект. Политический проект был согласован, фактически придуман и согласован с администрацией президента. Придуман он был Ковальчуком. Ковальчук поделился с Путиным. Путин перекинул Кириенко. Кириенко все согласовал. И вот на этой неделе должны быть планы реализация политического проекта Пригожина. Пригожина хотят взять в оборот, хотят, чтобы он объединил вокруг себя ультрапатриотов. И если в том случае, если когда будет сдача
территорий, да, вот то, что Россия сейчас считает своими территориями, новыми территориями, когда будет сдача этих территорий, надо, чтобы чтобы эти ультрапатриоты не конфликтовали, не шли против власти, а были под контролем у Пригожина. И даже те недовольства, чтобы они были контролируемы. Конечно, политическая сила Пригожина будет полностью нашпигована агентами ФСБ, будет под контролем как ФСБ, так и администрации президента. В этом нет никаких сомнений. Но какая-то свобода политического Пригожина все-таки будет. Я имею в виду у него личная свобода. Он сейчас занимает довольно большие позиции. Он вошел в первый круг президента России Владимира Путина. Еще раз подчеркиваю, именно в первый круг. Он свободно общается с президентом. У него есть доступ к президенту буквально по первой просьбе. И один из тех людей, которые влияют и может продвинуть свое решение через президента России Владимира Путина, конечно, через него, это Евгений Пригожин. Евгений Пригожин в ближайшее время станет одним из акторов будущей России. Прежде России переходного периода. То, что будет Россия переходного периода, в последнее время нет сомнений. Так вот, Евгений Пригожин будет играть там довольно значимую роль. Насколько быстро удастся его нейтрализовать? Ну, по сути, ведь он один. Он себя позиционирует не как члена Политбюро, а как такого волка-одиночку, поэтому убрать его будет, видимо, довольно просто. Как поведет себя его армия без вожака, тоже сказать довольно сложно. Понимаете, дело в том, что обладая довольно большими ресурсами, Евгений Пригожин становится лакомым куском. Ну, к примеру, мы можем предложить, зная, где находятся его ресурсы, мы можем предложить тем же его сотрудникам и членам ЧВК реализацию небольшого плана по быстрому обогащению путем нейтрализации Евгения Пригожина. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И я думаю, что это будет не очень сложно. В то же время скрываться Пригожину особо негде. Он человек особо недалекий. Хоть и не полный идиот, но и не семи пядей во лбу. Его признание в том, что он вмешивается в американские выборы, ну, равносильно подписи к тюремному приговору в лучшем случае. Я думаю, вы понимаете, что возможности США нейтрализовать Пригожина довольно велики, а возможности США привлечь Пригожина к ответственности не менее велики. Поэтому, я думаю, стоит ждать интересных перипетий с Евгением Пригожиным, и не удивлюсь, если он в скором времени окажется в США и будет отвечать по законам этой страны. Законы этой страны довольно суровы, тюрьмы в этой стране довольно суровы. Они, конечно, не под стать российским тюрьмам, но там тоже жизнь не мед и не сахар. Это одни из самых страшных заведений пенитенциарных в мире. Да, американские тюрьмы во многом похожи на те тюрьмы, которые показаны в американских фильмах. Есть, конечно, и образцовые тюрьмы, но их не так уж и много. А вот попасть в окружение тех людей, которых совсем недавно унижал и показывал им их место путем пыток. Ну, мы знаем, да, что пригожинцы насиловали, пытали, расчленяли и в Африке местное население, в основном, конечно, темнокожих. Я думаю, что, оказавшись среди темнокожих, такой расист, как Пригожин, ощутит все прелести тюремной жизни и все прелести расизма. Я в этом уверен. Если, конечно, свои перед этим не убьют. Так, давайте пока, наверное, все. Я хочу, чтобы вы знали, конец Путина близок. Он приближает свой конец, насколько может. Мы приближаем его конец, помогаем ему закончить его бренное существование. И надеюсь, что у нас все получится, и в скором времени все будет реализовано. Все, на сегодня все. Хочу вам предложить, если вы поддержите нашу деятельность, поставить лайк к этому видео. Я действительно рад вас слышать. Мы вас любим. Это искренне.
Это самое главное. Любовь движет нашим движением. Извиняюсь за тавтологию, избежать которую в обычной речи практически невозможно. Еще раз повторяю, мы вас любим, это главное. И подписывайтесь, конечно, на все наши ресурсы, подписывайтесь на Patreon. Я отвечу на вопросы в Patreon уже на этой неделе, наверное, в конце недели. Также оставляйте в комментариях к этому видео, оставляйте свои вопросы. Ответы на ваши вопросы я дам в пятницу. Надеюсь, что в пятницу уже выйдет наш новый выпуск с ответами на вопросы. Все. Был рад вас слышать, видеть. Если есть желание помочь, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на спонсирование этого канала. И есть наши криптовалютные кошельки в описании к этому видео. Все. Всего доброго. До свидания.